Это снежный барс. Он обитает в горах, и его охота связана с безумным риском. Часто в процессе охоты снежный барс с добычей падают с огромной высоты. Это идеальная местность для снежного барса. Холод и горные вершины – все то, что так манит эту кошку. Это одно из самых высокогорных животных на нашей планете. О нем ходит множество мифов и легенд. Это животное настолько редкое и скрытное, что встретить его – большая удача. В длину он достигает 2,5 метров вместе с хвостом. Хвост у него длиннее и толще, чем у других кошачьих. Вес 40-50 килограмм. Они одиночки. Охотятся они в основном на копытных животных. В такой горной местности мало еды, поэтому важно, чтобы каждая охота заканчивалась удачно. Леопард заметил самку с детенышами. Его лапы обеспечивают отличный зацеп на этих скалах, а длинный хвост хорошо балансирует тело. Мягко ступая по камням, он уже заметил цель. Детеныш должен быть легкой добычей. Этому детенышу невероятно повезло. Обычно атаки снежного леопарда более удачны. Даже падая с огромной высоты и сильно ударяясь о скалы, леопард не перестает преследовать свою цель, пока окончательно ее не поймает. Его живучесть просто невероятная. Пума – это не просто большая кошка. Это настоящий супергерой дикой природы. У нее больше имен, чем у шпиона. Пума, ягуар, горный лев. И это все одно и то же животное. Она прыгает дальше всех среди кошек, до 12 метров. Это как 3 машины подряд. А в высоту 4 метра, как на второй этаж дома. Бегает со скоростью до 80 км в час и подкрадывается почти беззвучно. У нее ночное зрение, как у супергероя. Она охотится даже в полной темноте. А еще пума не умеет рычать. Она мяукает и шипит. В Патагонии, где пум довольно много, она обитает по соседству с гуанако. И это одно из любимых ее блюд. И это довольно крупное животное весом до 140 килограммов, длиной до 175 сантиметров и ростом в 2 метра. Гуанако втрое больше пумы. Тем не менее, пумы регулярно охотятся на них. Но поймать это животное нелегко. Гуанако изо всех сил старается вырваться. И ему это удается. Пума изранена. Ей нужно время, чтобы залечить свои раны и попытаться снова. Охотиться на взрослого гуанако – задача сложная. Но порой у пумы нет другого выбора.
снова и снова пума атакует шею гуанака. Это самое слабое место. Но противник опытный и грамотно скидывает с себя охотника. Только одна из 10 таких атак бывает успешной. Зимой по снегу подобраться к жертве сложнее. Хруст снега может спугнуть добычу. Но эта опытная охотница наступает очень осторожно и не сводит глаз со своей добычи. На этот раз пума мертвой хваткой вцепилась в шею, и гуанака не смогла ее сбросить, потратив на это все силы. Пума и ее детеныши плотно покушают. Африканская саванна. Это родной край для многих животных. Но правят здесь львы. Они живут прайдами. Так называется сообщество львов, которое может включать в себя до 40 особей. Добычей пищи в основном занимаются самки. Самцы охотятся реже. Обычно львы охотятся стаями. Но эта самочка вышла на охоту в одиночку. Она давно пасет бородавочника. И вот настал момент для атаки. Лев может развивать скорость до 80 км в час. Бородавочник только до 50. Поэтому самка легко догоняет его. Но маленьким бородавочником прать не накормишь. Нужна добыча покрупнее. Этот одинокий буйвол подойдет. Добыча большая, поэтому несколько львиц из прайда бросились в атаку. Но буйвол дает им жесткий отпор. Силы быка на исходе, и следующую атаку он отразить уже не смог. Львицы, осмелев, все вместе набрасываются на него и кусают. Неожиданно, набрав последние силы, буйвол встает. Львицы шокированы и напуганы. Они вынуждены отступить. Буйвол, хоть и ранен, но живой. Сила духа победила, а львы остались голодными. Фьорды Северной Норвегии не замерзают даже в самую суровую зиму, благодаря теплому течению Гольфстриму. Сюда на зимовку приплывают миллиарды сельдей, а вслед за ними плывут касатки. Касатки умные животные. У них всегда есть план, как добыть себе еды. Они сгоняют сельдь в более плотные косяки и гонят ее поближе к поверхности.
Затем наносит мощный удар хвостом. Тем самым они оглушают рыбу, и им остается только собрать ее. Иногда на этот пир приплывают гиганты, горбатые киты. Они заходят к косяку снизу, затем резко выныривают. Они могут заглотить до 100 килограммов рыбы за раз. Касатки. Невероятно умные и изобретательные охотники. У Фолклендских островов эта самка научилась интересной технике охоты. На островах обитает множество морских слонов с детенышами. Во время прилива образуется бассейн, защищенный скалистым барьером от хищников. Идеальное место для детенышей, которые учатся плавать. Но касатка нашла узкий проход в этот бассейн и осторожно пробирается по нему вместе со своим детенышем, опасаясь сесть на мель. Плавник над поверхностью воды сигнализирует о приближающейся опасности. Но детеныши тюленей еще не сталкивались с касаткой и не понимают, что находятся в смертельной опасности. Одно неловкое движение, и детеныш пойман. Затем мама касатки аккуратно относит его на глубину, чтобы там съесть. Для решения более сложных задач касатки охотятся группами. Тюлени спасаются от хищников на льдинах. Им кажется, что они в безопасности. Касатки осматривают место, а затем применяют удивительную технику. Создавая волну, они раскалывают льдину. Чтобы ничего не мешало нанести второй удар, хищники могут вытолкать льдину на более открытое пространство. Затем последует второй удар. Оказавшись в воде, у тюленей почти нет шансов выжить. Во время отлива реки обнажают илистые берега. Местные дельфины научились уникальной технике охоты. Косяк рыбы они сбивают в кучу, а затем синхронно выталкивают его на берег. Такую быструю рыбу поймать гораздо легче на берегу. Она практически беспомощна, и можно легко ее съесть. Этим пользуются и местные птицы. Для них это отличный шанс набить желудок.
Рыбу в воде дельфинам трудно поймать, поэтому они постоянно придумывают различные способы рыбалки. Например, эти взбалтывают воду, поднимая ил со дна, и постепенно сужают кольцо. Рыбы внутри, видя, что стена ила сужается, начинают просто выпрыгивать за ее пределы. А дельфинам остается лишь открыть рот и ждать, когда туда прилетит рыбка. Крабы – одно из любимых блюд осьминога, и он пойдет на многое, чтобы поймать свою добычу. Крабу важно избегать воды, чтобы не быть пойманным. И он ловко прыгает с камня на камень. Но в Северной Австралии живет один вид осьминога, который способен на нечто большее. Во время отлива образуется множество каменистых заводей, и порой осьминоги и крабы бывают заперты в них. Но этот осьминог обладает уникальной способностью. Он вылезает на сушу и движется в поисках лучших мест. Вот один из бассейнов. Рыба в шоке от такого гостя. Здесь крабов нет, поэтому нужно двигаться дальше. В этой небольшой заводе есть краб, и он обречен. Спрятаться ему негде. Самый большой из осьминогов – это гигантский тихоокеанский осьминог. Размах его щупалец, по некоторым данным, может достигать 6 метров. Однако официально подтвержденные размеры – это 3,5 метра. Так вот, такие гиганты способны атаковать даже акулу. Мощные присоски не дают акуле выбраться. Облепляя акулу своими щупальцами, осьминог перекрывает доступ к кислороду, и акула задыхается. Ранней весной жабы откладывают тысячи икринок. И через несколько месяцев появляется потомство. Маленькие жабы выходят из пруда и сразу попадают в жестокий мир. Им нужно добраться до влажного леса, чтобы спрятаться и откормиться. Но, пожалуй, из всех хищников, которые хотят перекусить ими, самый невероятный – этот. Конская пиявка. Вечно голодная. Она ползет по влажной почве в поисках свежей крови. Будто из фильмов ужасов. Этот кровавый монстр действительно наводит страх на маленьких жаб. Жабам нужно двигаться, останавливаться нельзя. Если замешкаешься, то тут же окажешься в зубах пиявки. И она проглотит жертву целиком. Жуткая реальность для маленьких жаб, только что появившихся на свет. Если пиявка поймает жертву, то уже не отпустит и всосет ее внутрь, как спагетти.
Это кобра на охоте, и она охотится прямо в индийской деревушке. А вот и объект ее охоты. Жаба при каждом касании земли оставляет химический след, по которому змея без труда может ее найти. Жаба замерла. Кобра ее чует, но ей нужно уловить еще и движение, чтобы точно определить местоположение. Когда змея потеряла бдительность, жаба бросилась бежать. Кажется, что она спряталась, но умелый охотник сможет ее найти. Мы много знаем видов пауков. Большинство из них плетут паутину. Некоторые паутину не плетут, как, например, бразильский странствующий паук. И это один из самых ядовитых пауков в мире. Но есть пауки, которые обитают на водоемах и рыбачат. Это пауки-рыболовы. Их лапки содержат множество волосков и покрыты специальным веществом, предотвращающим намокание и позволяющим скользить по воде. На конце каждой лапки имеются мощные когти, которые позволяют лучше удерживать жертв. Этот паук обладает огромным терпением. Он ждет, пока жертва сама приблизится к нему. Волоски на его лапках – это сенсоры, улавливающие малейшие движения под толщей воды. Заметив движение, паук атакует. Жертву он сжимает всеми лапками, не давая шансов ей убежать. Затем кусает, впрыскивая яд. Когда рыбу парализовало, он вытаскивает ее на берег и поедает. Иногда к нему в лапы попадаются и другие обитатели водоемов, например, лягушки. Поймав ее, он также впрыскивает в нее порцию яда и крепко держит, чтобы она не убежала. Яд делает свое дело, и когда лягушка обмякнет, паук вытащит ее на берег и съест. На планете змей огромное количество. Все они в какой-то степени могут плавать. Но одна группа змей полностью перешла на водный образ жизни. Это морские змеи. Большую часть своей жизни морские змеи проводят под водой. Они могут плавать на глубине до 100 метров. Их хвост сплющен по бокам и напоминает весло. С помощью него они и передвигаются. У змеи нет жабер, но ее легкие простираются почти по всей длине ее тела. К тому же змея научилась получать кислород прямо из воды. Так она получает до 25% необходимого ей кислорода. И все же ей приходится раз в 2 часа подниматься на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха. Морские змеи очень ядовиты. Их яд в 50 раз сильнее яда королевской кобры. Одной капли ее яда хватит, чтобы убить несколько слонов. Никто не хочет связываться с этой змеей. Но и у нее есть враги.
Белобрюхий морской орел научился охотиться на змей. Паря в воздухе, он выжидает момента, когда морская змея поднимется на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. В этот момент орел атакует. Его атаки точны. Когтями он цепляет змею у основания головы, чтобы та не смогла его укусить. Но иногда он промахивается, и змея, оказавшись в когтях, пытается сделать все, чтобы спасти свою жизнь. Одного маленького укуса хватит, чтобы убить орла. Но не в этот раз. На этом канале вы увидите короткие интересные ролики из мира животных. Если нравится подобный контент, то подпишитесь и посмотрите другие ролики на канале.